Когда исполняется то, о чем мы мечтаем? Моментально, быстро, легко и благостно для нас. Когда мы в состоянии радости, в состоянии счастья, в состоянии любви, благодарности. Вот она, медитация. Трогаешь вот так вот. А нам что нужно для исполнения желания? Входить вот в такое состояние, в котором ты отключаешься от всего внешнего шума и можешь переключиться на свое внутреннее состояние. Вот внутри себя, что внутри меня находится. А так можно сделать только тогда, когда мы занимаемся каким-то творчеством, медитациями, спортом, вот, гладить животных, прогулки. Когда мы делаем эти вещи, мы можем отключаться, отключать мозг от каких-то ненужных мыслей, отключать себя от внешнего шума, который мешает нам услышать себя, свой голос души, и переключиться на себя, на свой внутренний голос души. Что я хочу, что я чувствую, что в моей жизни сейчас ценно, что в моей жизни сейчас приоритетнее, что для меня важно. Вот такой вот эффект оказывает. Поэтому, знаете, если хотите притянуть в свою жизнь, в разных сферах жизни что-то, о чем-то мечтаете, умейте отключаться от внешнего мира, отключать мозг и быть в состоянии Творца. Занимайтесь творчеством, выходите на прогулку, занимайтесь спортом, танцуйте, рисуйте, проводите время с вашими животными, гладьте их, вот тактильный контакт, играйте с ними, разговаривайте с ними. Вам это поможет притянуть то, о чем вы мечтаете. Деньги, в отношениях все наладится, и в работе, да во всех сферах жизни начинает все налаживаться. И если в вашей жизни есть животные, любите за ними наблюдать, вот этот тактильный контакт вам дает это состояние, нужное для притяжения желаемого, для реализации желаемого. Негатив уходит сразу, потому что вот животное вроде бы какие-то тревожные мысли, что ты думаешь о чем-то, какие-то проблемы. Но вот рядом животное появляется, ты его трогаешь, все, ты забываешь. Ты забываешь, у тебя в организме происходит все. Трансформация, гормоны, всплески, гормоны эндорфины, серотонин. И вот эти вот все гормоны, всплеск, погашают этот кортизол, гормон стресса, и все. Вы опять в форме, вы опять на подъеме, вы опять в том состоянии, излучать начинаете те вибрации, которые нужны для притяжения желаемого. Вы идете в этот мир проявляться, вы излучаете эти вибрации любви, благодарности, счастья, радости. И это чувствует пространство, окружение, люди. Вы пойдете куда-то на работу, работодатели, где-то что-то по работе, деньги, подарки вам захотят дарить, потому что вы проявляетесь в этот мир из состояния любви, благодарности, счастья. И вот как раз-таки животные могут дарить это состояние радости, счастья, благодарности, любви. Нежели когда мы негативные, если пойдем, какие-то злые, обиженные на весь мир, завидуем, еще что-то. И мы вышли проявляться в мир в этом состоянии негативном. Мы вот эти проявляем негативные вибрации, и что чувствует окружение? Что вот работодатели какие-то, что-то еще, сотрудники, коллеги, клиенты. И чувствуют они ваши вибрации, и не идут к вам возможности. И клиенты считывают вашу энергию, ваши негативные вибрации, и не хотят к вам идти, не хотят вам платить деньги, не хотят с вами работодатели работать, там еще сотрудники с вами перестают нормально вас воспринимать и не хотят с вами общаться, потому что негатив. А вот животные как раз это такое дело, что вот они помогают восстановить вот состояние, чтобы мы начали излучать эти вибрации положительные. Как это говорится, на высоких вибрациях жить. Вот животные, они в этом плане помогают очень сильно. И я заметила это на себе. Раньше очень часто, и как раз-таки на меня переезд повлиял в Испанию, как будто бы я здесь отрешенная, вот все здесь, и не могу я влиться в эту жизнь. Но вот собаки помогают в этом плане восстановить твое состояние. У меня было тревожное состояние, мне было временами грустно, какие-то панические атаки. И вот они вот как терапию оказали,
восстановилось мое состояние все равно благодаря им. Вот даже когда гуляешь, прогуливаешься с собаками, это тоже своего рода медитация. И я так потихонечку начала восстанавливаться, начала вспоминать, о чем я мечтаю, чего я хочу, что я хочу реализовать, что я хочу притянуть в свою жизнь. О своих желаниях вспомнила и начала опять реализовывать их. Вообще, когда человек трогает, визуально наблюдает за своими домашними животными, вот этот контакт телесный, то у нас вырабатываются гормоны. Это гормоны окситоцин, эндорфины, серотонин. Это гормоны счастья, любви и доверия. Когда эти гормоны выделяются, все, стресс, тревожное состояние уходит, кортизол, гормон стресса, он уходит, потому что вот эти гормоны счастья, любви, они подавляют в нас стрессовое состояние, напряжение, тревога уходит. Почему? Уже везде ученые уже доказали, наблюдения, исследования проводились, что когда есть собака, даже терапевтические собаки есть сейчас, в реабилитационные центры их отправляют, в центре Паркинсона, в резиденции пожилых людей, в различные детские какие-то учреждения, где это нужно, реабилитационные, отправляют животных, собак вот сейчас. Потому что собаки оказывают терапевтический эффект на людей. А эндорфины тоже, когда выделяются гормон эндорфина, это как анальгетик, обезболивающий, натуральный, природный, обезболивающий. И проводились наблюдения, правда, у людей, которые испытывали какие-то боли, суставы или еще что-то. Вот они потрогают собак, животных, побудут с ними, и все у них проходит, перестает болеть, забывают про боль. Какая-то там биохимическая реакция в теле у нас происходит, и все, и боль уходит, обезболивающий. Вот, это ходячие анальгетики, обезболивающие. Вот такой вот эффект они оказывают. Вот она, медитация. Трогаешь вот так вот. А нам что нужно для исполнения желания? Входить вот в такое состояние, в котором ты отключаешься от всего внешнего шума и можешь переключиться на свое внутреннее состояние. Вот внутри себя, что внутри меня находится. А так можно сделать только тогда, когда мы занимаемся каким-то творчеством, медитациями, спортом, вот, гладить животных, прогулки. Когда мы делаем эти вещи, мы можем отключаться, отключать мозг от каких-то ненужных мыслей, отключать себя от внешнего шума, который мешает нам услышать себя, свой голос души, и переключиться на себя, на свой внутренний голос души. Что я хочу, что я чувствую, что в моей жизни сейчас ценно, что в моей жизни сейчас приоритетнее, что для меня важно. Вот такой вот эффект оказывает. Поэтому, знаете, если хотите притянуть в свою жизнь, в разных сферах жизни что-то, о чем-то мечтаете, умейте отключаться от внешнего мира, отключать мозг и быть в состоянии Творца. Занимайтесь творчеством, выходите на прогулку, занимайтесь спортом, танцуйте, рисуйте, проводите время с вашими животными, гладьте их, вот тактильный контакт, играйте с ними, разговаривайте с ними. Вам это поможет притянуть то, о чем вы мечтаете. Деньги, в отношениях все наладится, и в работе, да во всех сферах жизни начинает все налаживаться. Это проверено, да? Расскажите, вот у кого из вас есть животные, кошечки, собачки, хомячки, ощущаете ли вы на себе вот их влияние, вот этот эффект положительный, то, что вот когда вы с ними проведете время, и вот у вас как-то в жизни все начинает налаживаться, какие-то притяжения происходят лучшие, положительные, все как-то начинает получаться. Поэтому вот такая вот тема на сегодня о животных, необычная тема сегодня, необычную тему затронули. Напишите в комментариях, у кого из вас есть животные, и зафиксируйте день и время, когда вы начнете эксперимент
Творца, попробуйте заняться каким-то творчеством, медитациями, танцами, порисуйте, шейте, прогулки, спорт, гладьте животных. И потом пишите, как ощущения, какие притяжения произошли в вашей жизни. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.